Артур Конан Дойл. Ветеран. Служил, сэр. Так точно, сэр, ответил мой оборванный визави, выпрямляясь и касаясь пальцем того, что когда-то было шляпой. Крымская кампания и подавление мятежа в Индии, сэр. Какой род войск? Лениво поинтересовался я. Королевская конная артиллерия. Благодарю вас, сэр, мне, пожалуйста, горячего и с сахаром. Было приятно встретить хоть кого-то, кто говорил по-английски среди этих бесплодных уэльских гор, и еще приятнее обнаружить человека, которому было о чем рассказать. Последние 10 миль я плелся из последних сил, в душе поклявшись больше никогда не отправляться в пешие походы в одиночку, а главное, ни при каких обстоятельствах не пересекать границы этого княжества. Мое мнение о коренных кельтах, их манерах, обычаях и, прежде всего, об их языке было слишком крепким, чтобы высказывать его в приличном обществе. Казалось, главной страстью моей жизни стала глубокая, всепоглощающая ненависть к Джонсам, Дэвисам, Моррисам и всем остальным ветвям великого валлийского древа. Однако теперь, с удобством расположившись в маленьком трактире в Лангероде, с бокалом дымящегося пунша под рукой и трубкой в зубах, я был склонен смотреть на людей и вещи в более розовом свете. Возможно, именно этот дух примирения побудил меня заговорить с потрепанным непогодой пугалом, сидевшим передо мной, а может, меня просто привлекли его решительное лицо и худощавая, мускулистая фигура. «Не похоже, чтобы служба пошла вам на пользу», — заметил я. «Все из-за этого, сэр, все из-за этого», — ответил он, постукивая ложечкой по своему стакану. «Если бы не это, я бы сейчас получал свои 7 шиллингов в день как отставной старший сержант-майор. Но я лишался всего одно за другим, сначала нашивок, потом надбавки за безупречную службу, а затем и пенсии. Пока у меня не осталось ничего, что можно было бы отнять, и в 49 лет меня выставили на улицу. Меня ранило 1 раз в траншеях и еще раз под Дели, и вот все, что я за это получил, и только потому, что не мог удержаться от выпивки. У вас, сэр, случайно не найдется щепотки табака? Премного благодарен, сэр. Вы первый джентльмен, которого я встретил за много дней. Севастополь. Да видит Бог, сэр, я знаю его так же хорошо, как эту вот деревню. Вы-то, может, и читали о нем, но я могу обрисовать вам все в 2 счета. Вот эта каминная решетка, позиция французов, видите ли, а кочерга — русские линии. Вот здесь, напротив французов, Малахов курган, а напротив англичан — Редан. Эта плевательница изображает Балаклавскую бухту. Вот тут, посредине между русскими и нами, каменоломни, а вот здесь холм Каткарта, и вот это 24-пушечная батарея. Как раз на ней я и служил ближе к концу войны. Теперь вам все понятно, не так ли, сэр? Более или менее, неуверенно ответил я. В самом начале враг удерживал эти каменоломни и очень сильно их укрепил, окружив со всех сторон траншеями и стрелковыми окопами. Это была ужасная заноза в нашем боку. Нельзя было и носа высунуть из передовых укреплений, чтобы пуля из каменоломен тут же его не прошила. В конце концов генерал не выдержал. Мы прокопали укрытую траншею, пока не приблизились к ним на расстоянии в 100 ярдов и стали ждать темной ночи. И вот нам представился случай. Под прикрытием темноты тихо собрались 500 человек. Когда прозвучала команда, они изо всех сил бросились к каменоломням, спрыгнули вниз и начали колоть штыками каждого, кто попадался навстречу. С нашей стороны не было сделано ни единого выстрела, сэр, все прошло тише воды, ниже травы. Русские держались как мужчины, они всегда так держались, и завязалась редкая по жестокости рукопашная схватка,
прежде чем мы их оттуда выбили. До самого конца они не отступали, и нашим парням приходилось буквально выкидывать их оттуда штыками, словно стога сена. В ту ночь в бою сошелся 30-й полк. Был в том корпусе один молодой лейтенант, имя его я позабыл, но до драки он был страшный охотник. Ему было не больше 19 лет, но ростом он был с вас, сэр, и куда плотнее в плечах. Говорят, за всю войну он ни разу не вытащил шпагу, а ходил с ясеневой дубинкой, гибкой и крепкой, с набалдашником размером с кокосовый орех на конце. В таких руках это было жуткое оружие. Если кто-то шел на него с ружьем, лейтенант успевал свалить его до того, как штык приближался к нему, потому что руки у него были длинные, да и сам он был на редкость порывист. Я слышал от бойцов его роты, что в ту ночь в каменоломнях он крушил врагов как демон, и если не уложил, то покалечил добрых 20 человек. Мне показалось, что ветеран начал по-настоящему увлекаться своим рассказом, частично, возможно, под действием бренди с водой, а частично от того, что нашел сочувствующего слушателя. 1 или 2 наводящих вопроса — это все, что ему теперь требовалось. Я снова набил трубку, поудобнее устроился в кресле, положил усталые ноги на каминную решетку и приготовился слушать. Они были великолепными солдатами, эти русские, и ни один человек, которому довелось сражаться против них, не стал бы этого отрицать. Странно, до чего они симпатизировали англичанам, а мы — им. С нашими ребятами, которые попадали к ним в плен, обходились необыкновенно хорошо, а когда объявляли перемирие, мы отлично ладили друг с другом. Все, чего им не хватало, это стремительности. Где их поставишь, там они и будут стоять насмерть, и стреляли они на редкость метко, но вот пойти в отчаянную атаку было не в их духе, и именно на этом мы их и подлавливали. Зато они знатно гнали французов, когда нас не было рядом. Я сам видел, как они выходили на вылазку и косили их, как мух. Французы были ужасными солдатами, худшими из всех, кого я видел, за исключением разве что зуавов, те были совсем другой породы. К тому же все они были нечисты на руку и отпетые мошенники, так что оставаться с ними рядом было попросту небезопасно. Вы же не хотите сказать, что они могли навредить собственным союзникам? Спросил я. Еще как могли, сэр, если чуяли в этом хоть какую-то выгоду. Посмотрите, что случилось с беднягой Биллом Кэмероном из нашей батареи. Он получил письмо, что его жена занемогла, а поскольку он и сам был не слишком здоров, ему дали разрешение вернуться в Англию. Он получил свое жалование 28 фунтов стерлингов и на следующий день должен был отплыть на транспортном судне. Но на его беду в ту самую ночь он отправился в французский буфет, просто чтобы выпить на пасашок, и проболтался там, что у него при себе деньги. На следующее утро мы нашли его мертвым, как бревно между нашими позициями, и он был так избит и изранен, что в нем едва можно было признать человека. Той зимой было убито немало англичан, сэр, и немало французов щеголяло в добротных британских куртках, спасаясь от холода. Я расскажу вам одну историю об этом, если еще не утомил вас. Благодарю вас, сэр, я просто хотел удостовериться. Так вот, 4 наших ребят, Сэм Келси, я сам, Джек Бёрнс и Праут, отправились в расположение французских войск немного повеселиться. Когда мы уже возвращались, этому малому, Прауту, вдруг пришла в голову мысль. Он был ирландцем и необыкновенно умным парнем. «Послушайте, ребята», — говорит он, — «если вы наскребете между собой хотя бы 6 пенсов, я подскажу вам, как заработать сегодня вечером деньжат, да еще и немного развлечься в придачу». Что ж, мы все согласились, вывернули карманы, но у нас на круг набралось всего около 4 пенсов. «Ну и ладно», — говорит Праут, — «пошли со мной обратно во французский буфет». Все
Все, что от вас требуется, это притвориться мертвецки пьяными и отвечать «да» на все, о чем бы я вас ни спросил. Все это время, сэр, мы не имели ни малейшего представления о том, куда он клонит, но мы, спотыкаясь и покачиваясь, ввалились в буфет прямо в толпу околачивающихся там французов и спустили наши медики на стаканчик спиртного. «Ну что?» — закричал Праут во весь голос, чтобы каждый мог услышать, готовы возвращаться в лагерь. «Да», — ответили мы. «Твои 30 фунтов целы в кармане, Сэм?» «Да», — говорит Сэм. «А ты, Билл», — обращается он ко мне, — «получил свое 3-месячное жалование полностью?» «Да», — отвечаю я. «Ну так пошли тогда, и постарайтесь не падать слишком часто», и с этими словами мы поплелись вон из буфета, прямиком в темноту. К этому моменту у нас уже зародилось довольно сильное подозрение насчет того, что он затеял, но когда мы скрылись из виду, Праут остановился и все нам объяснил. «После того, что мы наговорили, они обязательно пойдут за нами», — сказал он, «и будет очень странно, если мы вчетвером не сумеем их одолеть. Свои деньги они носят в маленьких мешочках на шее, так что все, что вам нужно сделать, это перерезать шнурок». Что ж, мы поплелись дальше, все так же притворяясь мертвецки пьяными, чтобы сохранить преимущество внезапности, но вокруг не было ни души. Наконец, когда до наших позиций оставалось буквально рукой подать, мы услышали шепот «Англе». «Англе», что на их жаргоне означает «английский, сэр». И действительно, в лунном свете нам навстречу спускалось около 10 человек. Мы ковыляли вперед, делая вид, будто отнялись ноги, и мы их даже не замечаем. Довольно скоро они остановились, и один из них, крупный, плотный мужчина, подошел боком к Сэму Келси и спросил, который, по-вашему, час, пока остальные начали обступать нас со всех сторон. Сэм ничего не ответил, но так сильно покачнулся, что француз, решив, будто все идет как надо, прыгнул ему прямо на глотку. Это и был наш сигнал к действию, и мы бросились в бой. Сэм Келси был самым сильным человеком в батарее и страшным кулачным бойцом. Он так съездил их вожаку под челюсть, что тот дважды перевернулся через голову, прежде чем врезаться в стену, а из его рта хлынула кровь. Остальные ринулись на нас, но все, что они могли сделать, это брыкаться и визжать, пока мы продолжали сбивать их с ног так же быстро, как они успевали подниматься. Мы забрали все их мешочки, сэр, и оставили всю эту компанию лежать на дороге без чувств и без одежды. 35 золотых монет, английских и французских, насчитали мы на ранце, когда вернулись в казарму, не говоря уже о сапогах, фланелевых рубашках и других вещах, которые пришлись весьма кстати. После той ночи ни за одним пьяным больше никто не шел, потому что, видите ли, они никогда не могли быть уверены, что это не очередная уловка. Ветеран замер на мгновение, чтобы пригубить свой стакан и выслушать мое тихое одобрение. Я побоялся, что исчерпал его запасы историй, но он снова плавно заговорил в промежутках между затяжками из трубки. Сэм Келси, тот, о котором я говорил, был прекрасным человеком, но его брат Джо был еще лучше, хотя в свое время и был порядочным пройдохой. Когда после войны я стоял гарнизоном в Гибралтаре, Джо Келси работал на строительстве укреплений в качестве каторжника, будучи высланным из Англии за какую-то мелкую шалость. Его знали как человека смелого и решительного, и надзиратели зорко следили за ним, опасаясь, что он попытается сбежать. В один из дней он работал на берегу реки и увидел, как по воде плывет пустая корзина, из тех, в которых привозили вино, скорее всего, для офицерской столовой. Он завладел этой корзиной, выбил у нее дно и спрятал в камышах. На следующее утро мы как раз завтракали, когда вбежал один из охранников и закричал: «Живее, ребята, подняли 5 пик». 5 пик они называли пятнистый сигнальный флаг,
который поднимали, когда каторжник совершал побег. Мы все высыпали наружу и принялись искать его, словно гончие зайца, потому что за поимку всегда полагалась награда в 2 фунта стерлингов. Не осталось ни одной сточной канавы, ни одной лощины, которую бы не осмотрели, но от Джо не было и следа. В конце концов мы бросили это дело в отчаянии и решили, что он, должно быть, пошел ко дну реки. В тот же день после полудня я стоял на часах на крепостной стене, и мой взгляд случайно упал на старую корзину, дрейфующую примерно в полумиле от берега. В тот момент я не придала этому значения, но через четверть часа мне снова довелось заметить тот же предмет. Я уставился на него в изумлении. «Послушай», — сказал я часовому на стене, — «эта корзина уходит все дальше в сторону испанского берега. Будь я проклят, если она не движется против ветра, прилива и всех законов природы». «Чепуха», — ответил он. «В проливе всегда бывают странные водовороты». Что ж, меня это ничуть не успокоило, поэтому я подошел к капитану Моргану из нашей батареи, который курил сигару, отдал честь и доложил ему о корзине. Он тут же ушел, через минуту вернулся с подзорной трубой и прильнул к ней глазом. «Боже правый!» — воскликнул он. «Да ведь из корзины торчат руки». Ну, конечно, это тот самый мошенник, который сбежал сегодня утром. Живо поднимите сигнал для военного корабля. Мы подняли флаг, и через несколько минут 2 лодки пустились в погоню за каторжником. И если бы мы оставили все как есть, Джо наверняка был бы пойман, ведь он и не подозревал, что его обнаружили, и плыл не торопясь, будучи необыкновенно хорошим пловцом. Но капитан Морган сказал: «А ну-ка разверните это 32-фунтовое орудие, мы положим снаряд прямо рядом с ним, чтобы показать, что мы его видим, и заставить остановиться». Мы развернули пушку, сэр, капитан посмотрел через прицел и произвел выстрел. Более удивительного выстрела вы в жизни не видели, и вся толпа, что стояла на крепостном валу, издала дружный крик. Снаряд угодил прямо в верхушку корзины и поднял всю эту конструкцию в воздух, так что мы были уверены, что человек убит. Однако, когда пена от всплеска осела, он все еще был там и изо всех сил греб к испанскому берегу. Это была отчаянная гонка между ним и лодками, и рулевой даже зацепил его багром, когда тот уже взбирался на сушу. Но он выбрался, и мы видели, как он плясал на берегу и подшучивал над матросами с военного корабля. Когда мы увидели, что он в безопасности, раздалось громкое «Ура, сэр», потому что такой отважный малый заслуживает свободы, чтобы он там не совершил. Вы выглядите усталым. Должно быть, вы проделали долгий путь. Пожалуй, вам лучше немного отдохнуть. Это замечание, при всей его кажущейся бескорыстности, подкреплялось тем жалобным видом, с которым мой спутник созерцал 2 пустых стакана, словно было очевидно, что программа вечера подошла к концу. «Нечасто», — пробормотал он, — «такому бедному старому солдату, как я, попадается столь общительный и щедрый джентльмен, как ваше благородие». Надо ли говорить, что после этого у меня не оставалось иного выбора, кроме как позвонить в колокольчик и заказать 2-ю порцию бренди с водой. «Вы вот говорили о русских», — продолжил он, — «и я уже сказал вам, что они были отличными солдатами. Некоторые из их стрелков били так метко, как никто другой, кто когда-либо спускал курок. Простите меня, сэр, этот стакан ваш, а вот тот — мой». Наши снайперы обычно укладывали 4 мешка с песком, по одному с каждой стороны, один спереди и один поперек сверху, чтобы укрыться со всех сторон. А затем, видите ли, они стреляли через маленькую щель между передним и верхним мешками, шириной, может, не больше 2 дюймов.
Вы мне вряд ли поверите, но я сам видел, как на расстоянии в 500 ярдов пули жужжали сквозь эти узкие щели густо, словно пчелы. Я знал случаи, когда в таких песчаных ловушках, как мы их называли, за полчаса выкашивало по 6 человек, и каждого из них пуля ранила прямо в глаз, потому что это была единственная часть тела, которую было видно. С этим связана одна история, которая могла бы вас заинтересовать. Был там один русский малый, у которого было свое собственное укрытие в песчаной яме, прямо перед нашими траншеями. Ни разу в жизни я не видел человека столь упорного, как он. С самого раннего утра он принимался палить и оставался там до наступления темноты, беря с собой в яму даже еду. Похоже, это доставляло ему истинное удовольствие, а поскольку стрелял он превосходно и никогда не давал нам особого шанса подобраться к нему, в передовых траншеях его, мягко говоря, недолюбливали. Многих хороших ребят он отправил на тот свет. Это стало таким бедствием, что время от времени мы закидывали его бомбами, но он обращал на них внимание не больше, чем если бы это были спелые апельсины. В один из дней я находился в траншеях, когда мимо проходил полковник Мэнкор из 48-го полка, великолепный стрелок и большой любитель охоты. Группа бойцов во главе со сержантом была занята работой, и как раз в тот момент, когда подошел полковник, один из них рухнул с пулей в голове. Дьявольски меткий выстрел. «Кто это стрелял?» — спросил полковник, поднося к глазу монокль. «Человек в стрелковой яме слева, сэр», — ответил сержант. «Никогда не видел более чистого выстрела», — сказал полковник. Он показался лишь на мгновение, да и то только потому, что край траншеи немного осыпался. Он часто так стреляет. «Ужасно опасный человек», — отвечает сержант. «Он убивает больше, чем все пушки на Редане». «Ну что, майор», — обратился полковник к другому офицеру, который был с ним, — «каковы шансы, что я его сниму?» «И за какое время?» «В течение 10 минут». «Ставлю 2 против 1, в пони, что у вас ничего не выйдет», — говорит майор. «Давайте 3, и по рукам». 3 против 1 в пони, — ответил майор, и пари было заключено. Полковник был большим любителем точно отмерять порох. Он всегда высыпал его из патрона, а затем наполнял снова по своему вкусу. Ему потребовалось едва ли не половина отпущенного времени, чтобы зарядить ружье сержанта так, как ему хотелось. Наконец он все настроил и покрепче вставил стеклышко в глаз. «А теперь, ребята», — говорит он, — «просто приподнимите беднягу Смита над траншеей. Он и так мертв, и еще одна рана мало что изменит». Солдаты начали поднимать тело, а полковник стоял в шагах в 20, всматриваясь в край траншеи глазами рыси. Как только показалась верхушка кивера Смита, мы увидели, как ствол ружья медленно выдвинулся из песчаной ямы, и когда его бледное мертвое лицо поднялось над краем, пуля с визгом прошила ему лоб. Русский высунулся из ямы, чтобы посмотреть на результат своего выстрела, и больше он уже ни на что в этой жизни не смотрел, пока не узрел вечную реку. Полковник выстрелил с каким-то смешком, и стрелок подпрыгнул в воздух, пробежал шагов 10 или 12 в нашу сторону, а затем рухнул ничком, мертвый как придорожный камень. «Вдвойне или ничего на того малого в яме справа», — сказал полковник, снова заряжая ружье, но я думаю, что майор проиграл на его стрельбе уже достаточно денег для одного дня, потому что он и слышать не хотел о новой попытке. Между прочим, этот выигрыш передали вдове Смита, ведь полковник был щедрым джентльменом, во многом похожим на вас, сэр. Странная эта штука, когда мертвые люди продолжают бежать. Возможно, ваше образование поможет вам это понять, но мне это не под силу. Хотя я видел такое много раз. Помню, доктор нашего полка говорил, что это чаще случается с теми,
кого ранило прямо в сердце. Что вы думаете об этом, сэр? Ваш доктор был совершенно прав, ответил я. В нескольких случаях расследования убийств люди, получившие удар ножом или пулю в сердце, после этого умудрялись проходить удивительно большие расстояния. Я никогда не слышал, чтобы подобное случалось в бою, но не вижу причин, почему бы этому не происходить. Это случилось один раз, возобновил рассказ мой спутник, когда дивизия Кодрингтона поднималась к Альме и уже вплотную подошла к Большому редуту. К их удивлению, один единственный русский побежал вниз по холму прямо на них, держа в руках ружье. 1 или 2 солдата выстрелили в него и, похоже, промахнулись, потому что он продолжал бежать, пока не поравнялся с нашей линией. Тут один сержант, повидавший немало на своем веку, усмехнулся и бросил свое ружье прямо перед ним. Русский рухнул как подкошенный и остался лежать мертвым как камень. Его ранило пулей в сердце еще на самой вершине холма, и он был мертв еще до того, как начал эту атаку. По крайней мере, так сказал сержант, и мы все ему поверили. Был и другой забавный случай такого же рода, произошедший позже во время войны. Возможно, вы о нем слышали, потому что в то время об этом писали в газетах. В одну из ночей чье-то тело, ужасно изуродованное и раздавленное, с грохотом влетело прямо в палатки легкой дивизии. Никто не мог понять, в чем дело, пока много времени спустя об этом не проболтались несколько дезертиров. Оказывается, на одной из русских батарей было одно старинное орудие с огромным калибром. Ночь выдалась холодной, и бедняга-часовой решил устроиться там, где его никто не увидит, залез внутрь этой большой пушки и заснул. Посреди ночи внезапно объявили тревогу из-за нападения, артиллерист подбежал к орудию и произвел выстрел, и часовой полетел по воздуху со скоростью 20 миль в минуту. Впрочем, это не имело большого значения, философски добавил ветеран, ведь его все равно расстреляли бы за сон на посту, так что это избавило от лишней и бесполезной канители. Для человека, который так много повидал в мире, заметил я, эта однообразная жизнь в валлийской деревне, должно быть, кажется, очень скучной. Так и есть, сэр. Так и есть, сэр. Вы прямо в точку попали. Видит Бог, сэр, если бы у меня каждый вечер был такой собеседник, как вы, я бы стал совсем другим человеком. Я скажу вам сейчас одну из причин, почему я приехал в это место. Тут он внушительно наклонился вперед. У меня есть жена в Лондоне, сэр, но я приехал сюда, чтобы отвыкнуть от выпивки. И у меня получается медленно, но верно. Подумать только, 3 недели назад я не мог уснуть, пока у меня под курткой не было 5 стаканов, а теперь я справляюсь всего с 3. «Официант, еще 1 стакан бренди с водой», — крикнул я. «Благодарю вас, сэр, благодарю». Как вы только что заметили, у меня была бурная жизнь, и это затишье для меня невыносимо. Я рассказывал вам когда-нибудь, как получил свои нашивки? Да за то, что повесил 3 человек вот этими самыми руками. Как же это произошло? Сонно спросил я. Дело было так, сэр. В 1850 году мы стояли на Корфу, 3 наши батареи. И вот один из наших офицеров, лейтенант, отправился однажды в горы на охоту и не вернулся. Однако его собака прибежала в офицерскую столовую и принялась выть, прямо как человек. Собрали отряд и пошли за собакой, которая привела их прямо в холмы, к какому-то рву. Там, заваленный кучей папоротника и всякого такого, лежал этот бедный молодой парень с перерезанным от уха до уха горлом. Его очень любили в полку, и особенно командир, который поклялся, что отомстит. В то время среди греков на острове было много недовольства, и это подогревалось их священниками, пассами, как они их называют.
Ну так вот, когда мы вернулись в город, капитан вызвал всех этих пасов к себе, и трое из них не смогли толком ничего о себе рассказать, только бледнели, заикались и были ужасно растеряны. Состоялся военный суд, и всех троих приговорили к повешению. Однако тут возникла трудность, ведь всем было хорошо известно, что если кто-то поднимет руку на священника, его жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Греки очень строго к этому относятся и необыкновенно ловко орудуют ножами. Капитан призвал добровольцев, и я сделал шаг вперед, потому что посчитал это своим долгом, сэр, ведь я был слугой покойного. Войска выстроились каре вокруг эшафота, и я повесил их высоко, как амна. Когда дело было сделано, капитан говорит: «А теперь, парень, я спасу твою жизнь», и с этими словами он строит войска плотными рядами, сажает меня в самую середину и маршем ведет к пристани. Там как раз стоял пароход, отдававший Швартова на Англию, и меня впихнули на борт, пока толпа бушевала вокруг, пытаясь до меня добраться. Вы бы слышали, какой вой поднялся, когда они увидели, как корабль выходит из бухты, и поняли, что я ускользнул. Я всю жизнь был одиноким человеком, сэр, и могу сказать, что это был единственный раз, когда о моем уходе искренне пожалели. Когда мы вышли в открытое море, мы обыскали корабль, и будь я проклят, если на борту не оказалось троих греческих безбилетников, у каждого из которых за поясом было по ножу. Мы выбросили их за борт, и поскольку с тех пор я о них ничего не слышал, боюсь, они могли утонуть, и артиллерист довольно ухмыльнулся. За это дельце меня и произвели в капралы, сэр. Кстати, как ваше имя? Спросил я, засыпая все сильнее и сильнее, частично от тепла камина, а частично от странного ощущения, которое овладевало мной и подобного которому я никогда прежде не испытывал. Сержант Тёрнбулл, сэр. Тёрнбулл из батареи Б. Королевской конной артиллерии. Майор Кэмпбелл, который командовал нами в Крыму, или капитан Онслоу, да и любой из нашего старого корпуса были бы рады услышать, что вы меня видели. Вы ведь не забудете это имя, сэр? Я был слишком сонный, чтобы ответить. Я мог бы рассказать вам историю об одном зуаве, она бы вас позабавила. Он был мертвецки пьян и перепутал русские позиции с нашими. Они как раз ужинали на Малаховом кургане, когда он преспокойно проходит мимо часового, пленник, прыжки, полковник, свобода. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу перед тлеющим камином, а свеча уже догорает. В комнате я был один. Со смешком я, пошатываясь, поднялся на ноги, но голова моя словно пошла кругом, и я рухнул в прежнее положение. Что-то явно было не так. Я полез в карман, чтобы узнать время. Он был пуст. Я ахнул от изумления. Моего кошелька тоже не было. Меня обобрали дочисто. «Кто там?» — крикнул чей-то голос, и в комнату со свечой вошел невысокий, опрятный мужчина, уже вышедший из цветущего возраста. «Боже правый, сэр, жена сказала мне, что приехал путешественник, но я думал, вы уже давно в постели. Я хозяин дома, но весь день провел на ярмарке в Лан-Марисе». «Меня обокрали», — сказал я. «Обокрали», — воскликнул трактирщик, чуть не выронив свечу от испуга. «Часы, деньги, все пропало», — уныло произнес я. «Который час?» «Почти час ночи», — ответил он. «Вы уверены, что нет никакой ошибки?» «Нет, ошибки нет. Я заснул около 11, так что у него 2 часа форы. Около 1,5 часов назад ушел поезд». «Кто бы он ни был, он уже далеко», — заметил трактирщик. «Вы выглядите слабым, сэр». «Го», — добавил он,
принюхиваясь к моему стакану. «Лауданум, все ясно. Вас опоили лекарством, сэр». «Мерзавец!» — воскликнул я, но я знаю его имя и историю, и это хоть какое-то утешение. «И как же его зовут?» — с горячностью спросил трактирщик. «Я заставлю греметь этим именем каждое полицейское управление в королевстве, пока не доберусь до него. Это сержант Тёрнбулл, бывший служащий батареи Б». «Да бог с вами!» — вскричал мой собеседник. «Да ведь это я сержант Тёрнбулл из батареи Б, с медалями за Крым и подавление мятежа, сэр». «Тогда кто же он, черт возьми, такой?» Похоже, трактирщика осенило. «Он был высоким мужчиной со шрамом на лбу?» — спросил он. «Это он!» — крикнул я. «Тогда это величайший из еще не повешенных мерзавцев. Тоже мне, сержант». За всю свою жизнь он не носил никакой другой формы, кроме каторжной. Это Джо Келси. И вы хотите сказать, что он никогда не был в Крыму? Ни разу, сэр. Он вообще никогда не выезжал из Англии, за исключением одного раза в Гибралтар, откуда весьма ловко сбежал. Но он рассказывал мне, простонал я, и офицер с дубинкой, и любящий поспорить полковник, и бегущие мертвецы, и греческие священники, неужели все это было ложью? Все это чистая правда, сэр, вот только случилось это со мной, а не с ним. Он много раз слышал, как я рассказывал эти истории у стойки бара, вот и выпалил их вам, чтобы получить возможность подсыпать отравы в выпивку. Он вроде как исправился и жил здесь тихомирно, но остаться наедине с вами и увидеть ваши часы — это оказалось для него слишком сильным искушением. Поднимайтесь в постель, сэр, а я пошлю человека, чтобы известить полицию обо всех подробностях. И вот, читатель, я предлагаю твоему вниманию целую вереницу военных анекдотов. Не знаю, как ты их оценишь. Мне они обошлись в хорошие часы с цепочкой, а также в 14 фунтов, 7 шиллингов и 4 пенса, и я счёл, что это слишком дорогая цена за подобные истории.